Теория Эйнштейна не работает. Темная энергия, темная материя не нужна. В каждой точке пространства скорость времени и плотность энергии — это эквивалентные понятия. Не пахнет ли это теорией всего? В моей теории пространства изначально не было. Я не могу это развидеть. Попадаешь под горизонт событий, плывешь к сингулярности. В какой-то момент я понял, что это ошибка. То есть стандартная модель станет не нужна. Я для себя черные дыры называю не черными дырами, потому что никакой дыры там нет. То, как сейчас объясняется темная материя, темная энергия, это просто становится каким-то детским лепетом. Энтропия Вселенной на самом деле в балансе. Она не увеличивается. Либо мы с тобой просто, немножко шизанулись, да, либо мы какую-то гениальную штуку, которую дальше будут только развивать. Дорогие друзья, мой будущий 1 миллион подписчиков. Я с 5 лет увлекаюсь квантовой физикой, и буквально год назад ко мне приехал мой хороший товарищ и рассказал мне одну теорию, которую недавно напечатали в журнале. И после этого мой мир как будто бы больше не может быть прежним. Рядом со мной Михаил Трофимов. Привет, Миш, спасибо, что пришел. Привет, спасибо, что позвал. Ну, давай в 2 словах нашим зрителям объясним все-таки, что это за теория, да? Они сами ее смогут прочитать, да. на английском там много математики. Но давай попробуем вот прям простыми словами объяснить. Даже для нашего оператора, чтобы это было понятно. Да, на самом деле, чтобы объяснить эту теорию, сначала надо понять проблему, которую я пытаюсь решить. Вот. И проблема такая. Смотря весь этот контент про физику, про гравитацию, про темную материю, энергию, у меня было ощущение, что это, условно, набор костылей. То есть Эйнштейн создал гениальную теорию на основе очень базовых, простых принципов, что скорость света, она постоянна, и принцип относительности, то, что в каждом системе отсчета все законы физики работают одинаково. По сути, супер простые 2 принципа. Он сначала создал специальную теорию относительности, где вот этот эффект замедления времени, сжатие там пространства и так далее происходит. И дальше он ее продлил, сказав, что есть принцип эквивалентности, что ускорение обычное, классическое и ускорение гравитационное, они эквивалентны. Он эту теорию продлил до гравитации. И, в принципе, это все. Это вся теория относительности, она достаточно простая концептуально. И в этом ее гениальность. То есть она стоит на таком мощном фундаменте, что никто не может ее сдвинуть. Поэтому все научное сообщество настолько боготворит Эйнштейна и верит в эту теорию. То есть 100 лет ничего не менялось? Да. И вдруг 2025 год. Но при этом теория великолепна, красивая и фундаментальна. Но при этом она очень плохо работает на некоторых масштабах. То есть она великолепно работает на масштабе Солнечной системы, вот это перигелий Меркурия, то есть вот это предсказание главное Эйнштейна, то есть то, что лучи света отклоняются от гравитации. Все это супер круто работает, но как только мы вылетаем из Солнечной системы на уровне края галактики, все, мы видим, звезды крутятся слишком быстро. И вместо того, чтобы сказать, вот здесь эта теория работает, а вот там она не работает, почему-то большинство ученых проще сказать, что там не хватает какой-то материи. И ее назвали темной материей. То есть ученые ищут не... есть разные ученые. Конечно, есть те, которые модифицируют гравитацию, но большинство ищет некую неведомую частицу, которую мы никак не можем увидеть, и у нее единственное взаимодействие — это гравитационное, и они ее уже 50 лет ищут. Ты про гравитон? Нет, это я про темную материю. Ты про темную материю. И никак не могут ее найти. Дальше идем. Выходим еще на большие масштабы, смотрим, что наша Вселенная расширяется с ускорением, вводим еще один костыль. Назвали темная энергия. Неведомая энергия, никакой связи с квантовой механикой, с частицами, ничего, просто какая-то фантастическая энергия, которая еще очень много во Вселенной. Да, и которой 70% с лишним в нашей Вселенной, которая приводит к ее расширению. Опять же, вместо того, чтобы сказать, что теория Эйнштейна не работает, мы ищем
неведомую темную энергию. Третий костыль. Наша Вселенная, она очень гомогенна. То есть вещество распределено слишком равномерно. Чтобы ее объяснить, мы вводим инфляцию. Это вот экспоненциальное расширение Вселенной в начале, в самые-самые там доли секунды первые. И так далее. То есть мы вводим очень много костылей. И еще есть очень-очень большая проблема в теории гравитации Эйнштейна, то, что в ней закон сохранения энергии работает только локально. То есть глобального закона сохранения энергии в теории Эйнштейна нет. Поэтому, по сути, темная энергия — это энергия, взявшаяся из ниоткуда. То есть, казалось бы, вот нам вся физика учит, там, квантовая механика и так далее. Закон сохранения энергии — самый главный закон, что энергия не может ниоткуда взяться, как-то исчезнуть и так далее. Она всегда константа. Но при этом мы почему-то соглашаемся и принимаем, что у нас есть темная энергия, которая берется из ниоткуда и приводит к расширению нашей Вселенной. И вот таких проблем, и, конечно, самая главная проблема теории Эйнштейна — это ее несовместимость с квантовой механикой. Это как бы священный грааль всей науки, можно сказать, который все ищут, как же совместить квантовую механику и теорию гравитации Эйнштейна. А ты хочешь сказать, что ты ее совместил? Пока нет. Мне кажется, у меня есть, так скажем, связь. То есть я не могу утверждать, что я построил квантовую гравитацию, но я считаю, что в моей теории есть хинт, некая подсказка, как ее можно совместить. Но получается, что в твоей теории как бы темная энергия, темная материя не нужна, правильно? То есть это какие-то просто эмерджентные эффекты. Ну да, то есть я наблюдал за всеми этими как бы костылями, и мне они очень не нравились эстетически. То есть мне казалось, что в нашей Вселенной энергия должна быть conserved, то есть закон сохранения энергии должен работать, в том числе на глобальном масштабе. В нашей Вселенной, не должно быть какой-то неведомой материи, которую мы никогда не можем увидеть, но которая при этом 25% всей материи. В нашей Вселенной не должно быть какой-то неведомой энергии, которую мы не можем никак объяснить. То есть вот эта вся история мне очень не нравилась. И в какой-то момент у меня возникла идея, интуиция, а что если там, на краю галактики, время течет по-другому? То есть это очень такая наивная, простая идея. На самом деле, потом, когда я начал копать, все оказалось немножко сложнее. Но стартуя вот с этой интуиции, я начал вообще погружаться в тему физики, исследовать математику, все вообще теории, которые существовали в данный момент и так далее. И в какой-то момент у меня родились два принципа. Первый принцип — это эквивалентность времени и энергии. Что это значит? Все мы знаем, что чем больше плотность энергии, тем больше замедляется время. Мы смотрели «Интерстеллар», помним, что если мы подлетаем к черной дыре, время замедляется. Мы Кипуторн еще обсудим. И так далее, да. Или, например, релятивистский вот этот эффект, что вот если мы движемся с огромной скоростью, то тоже время замедляется. Вот эти вот все эффекты. И идея очень простая, что локально, вот в каждой точке пространства, скорость времени и плотность энергии — это эквивалентные понятия. Что, по сути, это одно и то же. Ну вот смотри, Эйнштейн своей вот этой уникальной формулы, которая у нас на физфаке висит, да, сказал, что энергия эквивалентна массе. Да. А ты же дальше пошел, получается. Да, я немножечко дополнил, так скажем, эту идею. Да, и по сути я предлагаю, что мы к времени относимся как к понятию, которое эквивалентно энергии. И что такое энергия в квантовой механике? В квантовой механике энергия — это частота, frequency. То есть, по сути, чем чаще вибрации происходит, тем больше энергии. Тем меньше вибрации, тем меньше энергии. И
я таким образом, по сути, объединяю квантовую механику и вот эту макроскопическую теорию Эйнштейна. Что я говорю, что вот эта вот частота вибрации, условно, квантовой, она и есть время. То есть чем чаще вибрирует какой-то там осциллятор, условно, фундаментальный, тем медленнее течет времени в этой точке относительно всех других. Ну, смотри, давай немножко откатимся назад. Все-таки твоя теория, ну, насколько я понимаю, называется time flow gravity. Да? Да. То есть это... Я даже не знаю, как правильно на русский это перевести. Ну, как лучше? можно сказать, что это гравитация потока времени, я не знаю. То есть есть, условно, какой-то поток времени, Да. Какое-то поле, Да. который из чего состоит. На твоем сайте написано, он состоит из time-ions, да? Из вот этих частичек каких-то. Ну, да, это как бы... Допустим, это какие-то такой пиксель пространства, можно так сказать. Да, то есть просто... некая минимальная частица, из которой все состоит. Да. То есть есть какое-то поле, да, которое состоит из условных каких-то частичек, да, которые мы сейчас можем более подробно обсудить. Квант времени, условно. Какой-то квант времени. Да. Он как-то колеблется, да. Он может определенным образом колебаться, и от этого возникает уже энергия, время и все вот эти фундаментальные вещи, которые нас учили в школе. Вот можешь поподробнее рассказать? Потому что кажется, что время и энергия, и даже гравитация – это просто какой-то эффект, который появляется после понимания вот этого поля. Да. У меня есть одна метафора, которая, мне кажется, будет очень понятна нашей аудитории. Угу. Мы все играли в компьютерные игры. И мы представляем, что такое 3D в игре. 3D, оно состоит из точек. Вот каждый там в компьютерной игре вот есть вот эти пиксели, и они в реальном времени рендерятся. То есть там, где более сложная сцена, нам нужно больше процессорной мощности, чтобы отрендерить вот эту точку, из которой состоит 3D-сцена. Примерно таким же образом можно относиться к нашей реальности. Что наша реальность состоит из вот этих вот условных точек, и там, где плотность энергии выше, там требуется больше затратить вот это вот рендеринг вот этой точки, он затрачивает больше энергии, и, соответственно, время течет медленнее вот в этом месте, потому что update rate, вот этот refresh rate вот этого пикселя условно, он происходит медленнее, потому что, больше надо обработать разной сложной больше информации там содержится. Да. А вот где-нибудь в пустотах космических, где особо никакой материи нет, там, в принципе, этот update rate гораздо легче происходит. И, соответственно, время там течет быстрее. Вот это вот можно относиться к этому таким образом, что время — это вот эта вот скорость обновления вот этой точки, из которой состоит реальность. И вот, соответственно, когда то, что мы называем временем, нет никакого единого времени для всех. В каждой точке пространства каждый вот время, пикселе, оно по-разному да, время течет со своей скоростью, потому что это, по сути, update rate вот этой реальности. То есть и он в каждой точке происходит со своей скоростью. Поэтому так сложно понять, что такое время, потому что у нас есть часы, они у нас у всех одинаковые, и нам кажется, что время — это некая такая единая вещь для всех. Хотя по факту время — это просто update rate точки, условно. Окей, ладно, мы сейчас еще к этому вернемся. Первый принцип понятен, да, что он абсолютно контринтуитивен, да, то, что время и энергия — это по сути одно и то же, да, то есть это просто колебание условно одного поля. Какой второй принцип? Второй принцип я открыл, когда полетел в Португалию на серфинг. По сути, я полетел писать свою теорию, и там я понял, что на самом деле второй закон термодинамики, он говорит о том, что энтропия Вселенной всегда увеличивается. То есть, вы наверняка слышали, что энтропия, она всегда растет, она никогда не уменьшается и так далее. И мы умрем от тепловой смерти. И мы умрем от тепловой смерти. В какой-то момент я понял, что это ошибка. Что это просто... Во-первых, этот закон, как он проверялся? Он был открыт в XIX веке, когда мы изучали двигатель внутреннего сгорания, вот эти тепловые машины. Мы видели, что тепло, оно всегда выделяется, когда мы совершаем работу. И сказали,
энтропия всегда увеличивается. А что такое энтропия? Энтропия — это же, по сути, информационная метрика сама по себе. То есть наше количество незнания о системе. Угу. То есть вот есть как бы информация о какой-либо системе, и чем больше энтропии, тем больше, по сути, неопределенности в данной системе. И я понял, что на самом деле мы наблюдаем два процесса. Один процесс, он действительно постоянно увеличивает энтропию, вот это классическое термодинамическое излучение тепла и так далее. Действительно, кофе мы наливаем горячий, он постепенно остывает, и с этим никто не спорит, это действительно происходит. Но с другой стороны, мы наблюдаем, что из более простых систем постепенно они эволюционируют в более сложные. Что изначально наша Вселенная состояла из гомогенного газа, потом почему-то этот газ начал превращаться в атомы, в молекулы, в звезды, в планеты, в очень сложные галактики. Потом появилась биологическая жизнь, потом из этой биологической жизни появились люди, они начали создавать технологии, и это все низкоэнтропийные объекты. То есть это объекты, которые, очень маленькая вероятность, что из набора каких-то атомов и молекул вдруг появимся мы с тобой. То есть мы низкоэнтропийные объекты, по большому счету. И в этом смысле мы наблюдаем два процесса. Один процесс увеличивает энтропию, а другой процесс уменьшает энтропию. И второй мой принцип, он говорит о том, что энтропия Вселенной на самом деле в балансе. Она не увеличивается, а она всегда константа. И мы наблюдаем просто два процесса. Один процесс, он эту энтропию уменьшает, а другой процесс, он эту энтропию увеличивает. И в конечном итоге она в балансе. Вот это мой второй принцип, на котором строится моя теория. Его можно назвать очень просто. Это баланс порядка и хаоса. Но это немножко попахивает религией, да? Это потому что во всех религиях раньше говорили про инь и янь, да, про что-то хорошее, что-то плохое. То есть все что-то бинарное. Получается, ты просто продолжаешь эту теорию дальше. Ты ее развил уже в масштабах там, Вселенной и физики. Это получилось случайно. Я об этом не думал, если честно, когда это сформулировал. Но потом я заметил, что это действительно очень похоже на очень многие религии. И на восточные, и на западные, там, рай, ад, инь-янь. Вся эта история баланс порядка и хаоса, она даже в современной культуре, там, «Звездных войнах» и так далее, везде есть. Но я не могу не спросить, то есть, условно, да, если твоя теория как-то можно провести аналогию вот с какими-то суперпростыми вещами, которые уже были открыты 2000, 3000, 4000 лет назад, не пахнет ли это теорией всего? То есть это теория, условно, которая может объяснить просто все в этой вселенной. Какая-то простая, понятная, логичная теория. У меня не было таких амбиций, когда я начинал этим заниматься. То есть изначально у меня была и так, мне кажется, супер невероятная цель решить проблему темной материи, темной энергии. И дополнить теорию Эйнштейна, теорию гравитации. Я вообще не думал там про квантовую механику, про теорию всего. Мне это и так казалось бредом каким-то. Но сейчас, через год с лишним, я вижу, что это действительно может быть фундаментом. Я вижу, в принципе, как это можно попробовать продлить, совместить и довести это до того состояния, что действительно можно будет на основе этих же принципов построить теорию, которая и объяснит, как мы увидели вот эту эволюцию материи. То есть то, каким образом появились первые элементарные частицы, как потом из них появились более сложные электроны, атомы и так далее. То есть, в принципе, концептуально я думаю, что это возможно. Да, я просто почему об этом говорю, потому что я не могу это развидеть. Я когда с этим столкнулся, я вот смотрю YouTube-каналы, которые... Очень много YouTube-каналов научпоп, которые говорят про темную энергию, темную материю, развивают эту идею. Некоторые стоят телескопы, на которых они проверяют это, чуть не получают Нобелевскую премию. И я просто не могу это смотреть, потому что те вот базовые, фундаментальные вещи, вот эти два закона, два принципа, про которые ты говоришь, да, и их развитие в твоей теории абсолютно как будто бы не то, что даже противоречат, а
строят еще более фундаментальную теорию на этом. И то, как сейчас объясняется темная материя, темная энергия, это просто становится каким-то детским лепетом. Понимаешь? Вот. Поэтому я и решил об этом поговорить. Хочется еще немножко, знаешь, куда погрузиться? Вот в фундаментальные вещи, которые даже в детсаду рассказывают, да, это время, энергия, пространство. Вот можешь рассказать, как ты сейчас это понимаешь? Как ты понимаешь вообще Вселенную после того, как ты вот туда погрузился? Что это такое? Да, моя теория строится на достаточно простой математике относительно. И, по сути, я говорю о том, что гравитация — это информационная сила. И это, по сути, когда вот я начал говорить про баланс порядка и хаоса, хаос — это вот то, что мы все знаем, второй закон термодинамики, энтропия увеличивается, излучение тепла и так далее. А порядок — это, собственно, то, что мы наблюдаем в виде гравитации. То есть гравитация — это не просто сила, которая притягивает планеты, звезды и так далее. Гравитация — это сила, которая формирует любые низкоэнтропийные объекты. Вот, то есть это информационная сила. И вот когда я это понял, я очень долго, на самом деле, искал форму математики. То есть я сначала сформулировал эти два принципа, но потом была очень большая сложная работа найти вот эту математику, которая сможет мои слова перевести в формальный язык, который даст какую-то предсказательную силу. Ну, давай немножко подушним все же, да? Давай. Ну, то есть, мне кажется, что невозможно без какой-то духоты рассказать все-таки вот базовую причинно-следственную связь, которую ты вывел. Да, то есть, что из поля, да, что-то там дальше следует, и потом возникает гравитация, сила, которая уменьшает энтропию, создает какие-то объекты. И вообще получается, что жизнь — это неизбежность из твоей теории, понимаешь? Да, жизнь — это определенная неизбежность. И я бы тогда начал с того, что после того, как я придумал эти два принципа, я начал исследовать, что вообще современная физика на эту тему думает. И на самом деле я не первый, кто понял, что гравитация и энтропия, они связаны. Есть такой физик, его зовут Тед Джакобсон, американский физик, который еще в 1994 году написал работу, которую очень много кто цитирует, то есть это знаменитая работа, и он, по сути, вывел уравнение Эйнштейна из первого закона термодинамики. Есть такой Клозиус, в 19 веке жил ученый. Это, по сути, о том, что энергия равно температура умножить на энтропию. И вот он из вот этого простейшего уравнения вывел математически, формально уравнение Эйнштейна. И таким образом он доказал, что уравнение Эйнштейна — это на самом деле информационная история, то есть оно напрямую связано с энтропией. Дальше, позже, есть такой ученый Эрик Берлинда. Он доказал, что точно так же можно энтропию связать и с законами Ньютона. И в этом смысле я ничего не изобрел, я использовал их работы как фундамент для своей теории математический. Единственное вот новшество, главное новшество, которое я внес, это вот этот баланс порядка и хаоса. Почему все-таки баланс? Почему вот хаос не побеждает? Ну, вот по всем законам жанра как будто бы часто или одно, или другое побеждает. Почему именно баланс? А потому что закон сохранения энергии и закон сохранения информации фундаментален. Вот мы в любом случае должны иметь какой-то фундамент под ногами. И если мы возьмем за фундамент именно закон сохранения энергии и информации, то дальше баланс порядка и хаоса выходит сам собой. И это, по сути, есть такое простейшее уравнение, первый закон термодинамики. Сколько ты совершил работы, столько выделилось тепла. W равно Q. Вот. И это, по сути, такой вот школьная формула, которая говорит о том, что вот
сколько ты сделал упорядоченного какого-то низкоэнтропийного действия в виде работы, столько же хаоса выделилось в виде вот этого излучения тепла. И это и есть закон сохранения энергии. То есть первый закон термодинамики, он следует из закона сохранения энергии. И, в принципе, вот этот баланс, он очень логичен в этом смысле. Я не знаю, почему никто до меня до этого не догадался, если честно. Вот, кстати, тоже немножко офф-топа, да? Все же как будто бы это был супер тайминг. То есть Верлинде, Джакобсон, Эйнштейн и все вот эти ученые, да, Лагранж, Дирак, они как будто бы создали это до тебя, а ты просто появился в какой-то тайминг нужный, используя вот эти все наработки и, по сути, сформулировав одну простую гипотезу, просто дополнил все, что они сделали до тебя. То есть это какой-то уникальный тайминг, по сути. И, насколько я понимаю, искусственный интеллект тоже этому помог. То есть именно из-за него ты смог задрилдауниться, да, туда, прям вот до каких-то фундаментальных вещей и понять их тоже. Согласен. Наверное, любой ученый, он строит свою теорию на фундаменте других. В этом смысле я не уникален, это обычная практика. Эйнштейн тоже не придумал, на самом деле, эффект замедления времени. Это просто преобразование Лоренца. Он, по сути, дал правильную интерпретацию этой математики. Вот. И я в этом смысле сделал то же самое, но ты абсолютно прав. Искусственный интеллект, наверное, дал мне вот этот рычаг, во-первых, обучить себя с огромной скоростью. То есть я смог впитать в себя вот эту всю базу, фундамент, информацию невероятными темпами. И он же мне помог создать математику и написать это все тем формальным языком. Конечно, без образования я бы даже не пытался этим заниматься. То есть Эйнштейну было чуть посложнее, потому что у него не было ИИ. Конечно, но зато у него было очень много крутых помощников. То есть там Минковский, Риман там, и так далее. Он не один делал всю эту сложнейшую математику, ему много кто помогал. Я это делал один. И, конечно, без AI я бы никогда этого не смог сделать. Ты, наконец-то, нашел своего лучшего помощника в этом, я думаю. В этом смысле, да, это ассистент. То есть это инструмент, который позволяет мне мои идеи превращать в готовый продукт. Да, мы еще о нем поговорим. Давай вот опять откатимся к душному причинно-логичным связям, там, что было в начале, и вот к этому фундаменту, да, там, время, энергия, гравитация. Так вот, да, я не первый придумал, что гравитация и энтропия, они связаны, и на самом деле буквально в этом году еще вышла одна статья, которая вот эту идею Джакобсона на квантовую механику еще переводит. То есть, в принципе, это уже даже мейнстрим, что гравитация — это информационная энтропийная сила. Но идея-то в том, что, соответственно, гравитация уменьшает энтропию, а излучение тепла увеличивает энтропию. И дальше у меня еще была одна подсказочка. Есть такая теория, называется МОНД. Модифицированная ньютоновская динамика. Это, по сути, просто эмпирическая формула, которая невероятно хорошо работает. Почему-то. Почему-то. Никто не знает, почему. Под ней нет никакой базы теоретической, каких-то принципов. Просто это классно работающая формула, которая на сотнях, тысячах галактик отлично предсказывает их вращение, и еще там дает несколько других предсказаний. Ну, ты же сейчас лучше понимаешь, почему это работает. Я, собственно, получил эту формулу из своих базовых принципов. То есть вот этот принцип баланса энтропии, прямое следствие этого принципа — это вот эта формула МОНД. Но не просто эта формула МОНД. Это только один из частных случаев, когда система высококогерентная. То есть когда, вот, например, в плоских, красивых вот этих галактиках, где вся материя, она вот крутится очень когерентно, вот там эта МОНД-формула, она хорошо работает. Сейчас давай про когерентность, да? Я своими словами, чтобы другие тоже попытались это понять, что есть это поле, да, вот эти вот темионы, они могут как бы вибрировать в унисон,
условно, да, а могут в разнобой. И когерентная структура — это как раз вот когда вот это вот поле, оно как раз вибрирует как бы одинаково, правильно я понимаю? Ну да, условно это какие-то вот осцилляторы, вибрирующие там частицы, и они могут синхронизированы быть, а могут быть в рассинхроне. И, соответственно, вот эта синхронизация, это вот когерентность. Да, и это, на самом деле, такой базовый термин в квантовой механике. И, соответственно, чем более когерентна система, тем вот лучше там работает вот эта формула Монт. И моя теория, она ее получает, но, по сути, она ее еще и дополняет. То есть она объясняет, почему Монт не работает, например, на уровне кластеров галактик, а кластеры — это такие, условно, пузыри из материи, из газа. Это то, что у тебя называется bullet cluster, да? Ну, то, что вообще... Нет, bullet cluster — это только один из таких классических примеров, почему есть темная материя. Это, так скажем, доказательство существования темной материи. То есть это столкновение двух галактик, и там идея в том, что гравитация сфокусирована в одном месте, а материя в другом. И тогда... ну, то есть там вот есть газ, а есть когерентные галактики. И моя как раз-таки теория объясняет этот bullet cluster, потому что там, где мы видим более когерентную систему, более упорядоченную, там гравитация выше. Это как раз то, что мы наблюдаем в этом. Ну, это вот как раз возвращаясь к тому, что гравитация, сила порядка, она как раз создает когерентные вот эти вот осцилляции, условно. Да. То есть, по сути, я всю Вселенную свожу к очень простому полю, у которого есть только один параметр. Это вот вибрация. Условно, это вот окружность, которая крутится. И вот эта вот окружность, она вот это вращение, оно может быть когерентно происходить, то есть синхронизировано, или в рандомном хаотическом порядке. Вот я ввожу одно такое простое поле, из которого потом... И все следует из него. И вся материя, по сути, состоит из этого поля. То есть в чем проблема была теории Эйнштейна? Он очень создал мощный математический аппарат, чтобы описать материю, но в нем не очень хорошо описан вакуум. То есть вакуума там нормально нет. То есть там есть вот эта вот лямбда, которую он сначала добавил, потом убрал. Я предлагаю описать материю Вселенной с помощью такой простой идеи, что все состоит из вот этого поля, у которого есть один параметр. Это вот эта частота. И дальше все получается само собой. То есть вот это вот поле, в нем там появляется один элемент, который нашу классическую материю дает. Другой элемент — это, по сути, вот эту вот пустоту, вакуум, хаос. И между ними есть интерференция. Вот как бы, если вот мы возьмем там когерентную систему, какую-нибудь галактику, и возьмем пустоту, в которой она находится. Вот между галактикой и пустотой есть эффект интерференции, и это и есть темная материя. То есть вот это все математически очень просто и красиво получается, и совпадает с наблюдением. Ну, слушай, а вот почему все-таки вот это поле, да, time flow, почему оно имеет именно такие свойства? То есть почему не другие? А потому что я исхожу из принципов. То есть есть принцип закон сохранения энергии информации, и дальше мне нужно найти какую-то математическую форму, как я могу самым простым способом, минимальным, выразить эту идею баланса, порядка и хаоса. И вот я нашел эту форму в виде вот этих вот простейших осцилляторов, что есть осциллятор, который там когерентно, есть некогерентно. Все. Вот как бы я искал наиболее простую форму математическую для того, чтобы выразить эту идею, и нашел вот ее в таком виде. Ну смотри, хорошо, ладно. Мы поговорили про время, мы поговорили про энергию, мы немножко поговорили про пространство, хочется больше, и мы не поговорили про то, что такое Вселенная. Вот давай больше углубимся в пространство и как ты теперь Вселенную вообще представляешь. Потому что, слушая сейчас, опять же, YouTube,
дают разные интерпретации, да, квантовые там теории. Говорят, что есть мультивселенные, да, и теории Эверетта. Говорят, что там, ну, каких только штук не придумывают, да. Вот все же, что такое Вселенная и что такое пространство сейчас, вот как ты это воспринимаешь? В моей теории пространства изначально не было. Это тоже emergent эффект. Что значит не было? То есть оно было какое-то одномерное, условно? Условно, да. То есть, ну, что такое информация? Информация в самом простейшем виде — это одномерная величина. То есть не было двухмерности, не было трехмерности. Вот все, что мы наблюдаем. Это сложно представить. Это сложно представить, но как будто бы это очень сильно противоречит со всякими разными штуками, особенно стандартной модели. Ну, что такое стандартная модель? Стандартная модель — это описательная теория. То есть это, по сути, мы проводим эксперименты и потом ищем математику, которая, ну, будет совпадать с этим экспериментом. Никто лучше не придумал. Ну, пока. Я согласен, но я Или к тому, ты хочешь сказать, что ты все-таки знаешь, что сначала все было одномерно, потом двухмерно, а потом трехмерно. То есть у тебя есть представление все-таки, что не все так, как вот сейчас говорят. У меня пока нет теории, которую я мог бы опубликовать и сказать, что вот да. Хотя у меня есть одно доказательство, почему Вселенная была одномерной в самом ее начале. Есть одно прямо железное доказательство, я бы так сказал. Какое? Есть такой парадокс. Это невероятно маленькая вероятность, что плотность материи и плотность темной энергии, они в одном находятся диапазоне. То есть, ну, вот у нас сейчас там 31% условно всей материи Вселенной. Но сейчас мы про 31 поговорим. Вот, и 69% темной энергии. Вот что вот именно такое соотношение именно вот в данной точке времени, очень-очень низкая вероятность математически, что это так должно произойти. И почему такая низкая вероятность? Потому что мы воспринимаем нашу Вселенную как 3D. Вот, она не 3D. Вот если представить, что наша Вселенная в самом фундаменте одномерна, а по моей теории она именно такая, то, согласно моей математике, вся плотность материи Вселенной равна единице делить на π. Я видел это, конечно, уникально. И это, я считаю, железное доказательство того, что Вселенная одномерна в своем фундаменте. То есть, получается, что если представлять как-то Вселенную, то это, по сути, окружность. По сути, да. И 1 делить на π только как бы доказывает, что это окружность. И получается, что вот, ну, вот есть значок НАСА, да, в НАСА висит вот это вот как бы разделение, да, сколько у нас всего. Диаграмма, да. Да, и по сути 1 делить на π очень похоже на там 31,4%. Да, есть очень много измерений плотность темной энергии, плотность темной материи, плотность обычной материи. И вот как бы обычная плюс темная материя равно примерно 31%. И вот этот 31% — это единица делить на π. У меня возникает вопрос. Да. Вот твоя работа опубликована, ну вот в первой версии очень давно. Там не было этой формулы 1 делить на π. Сейчас она есть. Там вот, ну, на сегодня или на вчера 370 скачиваний. Да, вот но она буквально месяц назад была. Да, за месяц. Неужели не нашлось одного человека, который просто, посмотрев на твою формулу 1 делить на π, ну что-то заподозрит, что что-то там есть? Все-таки, что ты как-то дополнил текущее понимание того, что из себя представляет Вселенная. Да, на самом деле, недавно мне написал один ученый, который, ну, ему казалась интересной моя работа, и он захотел ее протестировать на там 5 или 6 датасетов различных, именно вот это уравнение Фридмана, то есть то, что связано с темной энергией. Он хороший профессиональный астрофизик, у него там много публикаций в хороших журналах. Больше, чем у тебя. Гораздо. У меня только одна пока. И, соответственно, мы сейчас с ним в коллаборации пишем еще одну статью. То есть он сейчас как раз в процессе исследований и
проверяет мою формулу на вот этих всех Что, датасетах. как там пока? Все сходится? Пока нет еще результатов, но, естественно, я сам это все тестировал. Нет, понятно. Естественно, я очень много сам проводил тесты, и я бы не публиковал работу, не проверив, что она действительно хорошо работает. Но, конечно, чтобы это признало научное сообщество, мне нужны публикации, мне нужны независимые ученые, которые бы провели эти исследования. И вот сейчас одно из них как раз происходит. Ну, звучит очень интересно, конечно. Мне даже интересно, что научное сообщество скажет, когда что-то будет проверено. Вот как будто бы интерес к твоей работе увеличится. Я очень на это надеюсь. Вот. Ну, да, там на самом деле много предсказаний. То есть он пока тестирует только одну из формул, но в принципе там очень много разных можно написать статей, потому что я постарался в одной статье покрыть вообще все. То есть там и я доказываю, что эта теория полностью совпадает со всеми предсказаниями Эйнштейна. Там ведь челлендж еще ведь в том не только, чтобы модифицировать, а еще в том, чтобы оно идеально все текущие тесты проходило, эта теория. Вот знаешь, о чем хотел поговорить? Смотри, вот год назад ты мне говорил то же самое. Ну, примерно, да? Вот буквально новая публикация вышла через год в этом журнале. Как так получилось? Почему не через 2 дня? Почему не через 3? Почему это целый год заняло? Вообще чудо, что в целом она вышла. Согласен. Но все же, почему целый год прошел? Почему так долго? Да, ну, на самом деле, представьте, 1,5 года назад я не знал ничего про физику. Соответственно, ну, почти ничего. Я с нуля это все изучил, написал статью, и в сентябре я ее отправил в один из самых топовых журналов по теории гравитации. Называется Classical and Quantum Gravity. Британский журнал, очень старый, известный. И с сентября по февраль я ничего от них не получил, никакого ответа. В феврале мне приходит ответ. 2 ревьюера. Первый ревьюер написал, статья, видно, что на начальном этапе, но thought-provoking, то есть интересная, очень много, как бы, написал положительный отзыв, рекомендации к публикации. Успех. Второй ревьюер написал, идея интересная, но... И накатал огромный список замечаний. То, что ему не понравилось с точки зрения... Принципиальных или просто каких-то скорее математических? Математических. То есть именно математический формализм был довольно слабый в той теории. И, конечно, для меня это была мощнейшая мотивация. То есть я понимаю, что если я сейчас... Пришлось в математике разобраться. Ну, естественно. И вот за это время, там, с февраля по апрель, я еще очень-очень много всего сделал, доработал, открыл. То есть вся вот эта моя теория, она эволюционировала этот год. То есть та версия, которая в сентябре, я сейчас ее открываю, и я понимаю, что это абсолютно дилетантская работа. Удивительно, что первый ревьюер вообще ее принял. Потому что, ну, я неопытный в этом смысле. И за этот год я очень много прокачал, и теперь я как будто бы чуть лучше понимаю, как нужно писать профессиональные статьи по физике. Рад. Надеюсь, скоро выйдет 2-я, 3-я. Но все же, то есть базовые принципы не изменились. Да, нет, те принципы я вот сформулировал тогда в Португалии, и, естественно, они не поменялись. Но очень сильно развилась и математика, и выводы, которые я сделал из этих принципов. Давай, знаешь, еще более хайповой теме поговорим, которую Кип Торн развивает, про черные дыры, да? Да. Ну, все смотрели, большинство, наверное, тех, кто будет нас смотреть, смотрели «Интерстеллар». Да. Что такое черная дыра для тебя? Черная дыра — это... есть она существует вообще? Это решение уравнения Эйнштейна. Да, а вот... Ни больше, ни меньше. То есть очень часто люди воспринимают вот эти все истории про то, как ты попадаешь под горизонт событий, плывешь к сингулярности, не как к сказке, а как к реальности. Но он даже показал, я понимаю, что они с Кипом Торном там кучу всего зарендерили. Да. Но надо помнить, что черная дыра — это решение уравнения Эйнштейна. Ни больше, ни меньше. В самом начале нашего разговора
Я уже рассказал, сколько проблем есть у теории Эйнштейна. Что она не работает на уровне галактик, не работает на расширении Вселенной, что у нее нет закона сохранения энергии глобального и так далее. Поэтому нельзя настолько серьезно относиться к всем этим вещам. С моей точки зрения, и моя теория в том числе это предсказывает, что черная дыра — это объект максимальной плотности. Это объект физический, это материя. Это не точка времени и пространства, как это любят говорить, потому что с точки зрения уравнения Эйнштейна действительно это не материя. Но... Ну а как же вот горизонт событий, там, то, что Хокинг открыл, про сингулярность, то есть это тоже ничего не существует, просто математика? По сути, да. Я не хочу слишком сильно спекулировать, пока не написал статью на эту тему, потому что к моим словам будут придираться. У меня есть заявление, которое я могу сказать прямо про темную материю, темную энергию, потому что у меня есть уже статья, и я могу, в принципе, аргументированно доказывать свою точку зрения. Что касается черных дыр, это одна из моих следующих тем, которые я хотел бы раскрыть и математически показать все, что касается там горизонта событий. Ну, давай затравочку оставим все-таки. Хочется, чтобы к словам придирались. Хочется, чтобы твою теорию почелленджили, понимаешь? Потому что как будто бы вот этих разговоров с реальными учеными не хватает. Я с удовольствием на эту тему говорю, потому что мне интересно. Я для себя черные дыры называю не черными дырами, потому что никакой дыры там нет. Я их называю черными звездами. Черные звезды. По сути, это просто очень плотный объект, и гравитация там настолько сильная, что, соответственно, свет, он, вот этот redshift, как бы мы его не видим из этого объекта из-за очень сильной гравитации. Но, по большому счету, это вполне себе материальный объект. А что же за горизонт событий тогда? Его, получается, не существует? Если это звезда? Ну, горизонт событий, что это такое? Это там, где время полностью останавливается. Вот есть как бы такое... Как бы, вот горизонт событий, там, где... Если мы понимаем, что такое время, а мы сегодня уже обсуждали, что время — это, по сути, вот эта вот частота вибраций, то не может быть там бесконечности. Не может быть такое, что время полностью останавливается, потому что это нарушает тот же самый закон сохранения энергии, закон сохранения информации. Соответственно, есть некий предел вот этой вот максимальной частоты, с которой вот способна вибрировать материя. Это вот как бы объект максимальной плотности. Но да, это не что-то такое мистическое, магическое, абстрактное. Это просто материя максимальной плотности. А сингулярность? Да нет никакой сингулярности. Ну, на самом деле, многие ученые тоже не считают, что сингулярность — это физический объект. То есть это, как говорит Семихатов, наше незнание о том, как работает там материя. Миш, слушай, вот все-таки, мне кажется, не договорили по поводу темной энергии, темной материи. Одно из самых интересных мест твоей теории, да, что ты там пишешь, что не нужно, они просто не нужны для того, чтобы какие-то эффекты объяснять, особенно эффект, вот, связанный со скоростью удаления галактик. Вот можешь еще поподробнее об этом? Как теперь это объяснять-то? Да, на самом деле идея до ужаса простая. Что мы наблюдаем? Опять же, с одной стороны, мы наблюдаем, как из газа, например, формируется галактика. То есть из более высокоэнтропийной какой-то формы материи мы наблюдаем более низкоэнтропийную форму материи. И при этом, когда мы из газа формируем галактику, у нас выделяется тепло. И, по сути, расширение Вселенной — это и есть вот это излучение тепла. То есть, с одной стороны, мы сжимаем газ, этот газ крутится, превращается в какие-то более сложные структуры в виде там галактик, звезд, планет и так далее. С другой стороны, пока мы это все наблюдаем, уменьшение энтропии, собственно, это вот все делает гравитация, выделяется тепло. И вот это излучение тепла
оно уходит в пустоты между галактиками. И, по сути, это вот эта сила хаоса, то есть то, что увеличивает энтропию, и это и есть эффект, который мы видим как ускоряющееся отдаление галактик друг от друга, то есть расширение Вселенной. То есть, смотри, получается, вот как я себе это представляю, да, если Вселенная — это окружность, 3D — это шар, по сути, да, то если ты шар в одном месте сжал, он где-то у тебя вырос, да, но в целом, как бы, сколько там было объема, столько и осталось. Ну да, это, собственно, закон сохранения энергии, в этом и смысл, что так как в моей теории основа — это глобальный закон сохранения энергии, то, соответственно, и информации, то, соответственно, когда ты где-то в каком-то месте материю сжал, энтропию уменьшил, создал какую-то сложную структуру, в другом месте энтропия должна увеличиться. А как мы можем увеличить энтропию в пустоте? Единственный способ увеличить энтропию в пустоте — это ее сделать больше, расширить. То есть мы таким образом количество степеней свободы как бы увеличиваем. И получается, что вот Вселенная наша расширяется как следствие того, что гравитация ее формирует из нее более сложные структуры. И из этого, на самом деле, следует один очень интересный вывод. Какой? Недавно есть такое исследование DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, и он буквально пару лет назад получил данные, что наша Вселенная расширяется не с постоянным ускорением. То есть вот эта вот лямбда-константа, которую все так радостно вспомнили, что Эйнштейн когда-то эту лямбду добавил в свое уравнение, потом он ее убрал, и потом они вспомнили про нее и вставили, вот она, оказывается, это была темная энергия. А тут выясняется, что темная энергия, она с ускорением, Вселенная с ускорением расширяется, но это ускорение, оно уменьшается со временем. То есть это не постоянная, оказывается, а какая-то функция. А в моей теории это абсолютно логичное предсказание. Почему? Потому что у нас материя как бы сжимается, тепло излучается, но постепенно этот вот запас материи заканчивается. То есть мы берем галактику, она как бы сжимается, все больше там в эту центральную черную дыру материя там уходит, она сжимается. Ну, и эта материя не бесконечное количество. Черную звезду. Черную звезду, собственно, да. И, соответственно, вот это вот излучение тепла, оно тоже со временем ослабевает. И это, собственно, такое очень логичное прямое следствие, почему темная энергия, она должна постепенно снижаться, вот это ускорение. И в какой-то момент, когда вот эта вся материя совсем сожмется и иссякнет, излучение тоже иссякнет. И расширение нашей Вселенной остановится. И что будет в конце? И дальше, согласно моему уравнению, Вселенная начнет сжиматься. И, судя по всему, примерно через... ну, вот сколько у нас сейчас там в районе 13 там, с чем-то миллиардов. 13,8, что-то такое. Да, время жизни Вселенной. Примерно еще через 3 вот такого отрезка у нас Вселенная остановится и начнет сжиматься. И дальше мы, по сути, придем в ту же самую точку. То есть моя теория предсказывает цикличную Вселенную. Что мы не бесконечно будем видеть расширение вот этих всех галактик, а то, что рано или поздно наша Вселенная вернется в свое изначальное И получается, состояние. что эти циклы просто бесконечны. И в таком такте и движется Вселенная, что Да, она да, расширяется не бесконечно, потом сжимается, возникает как раз, ну, вот как это сейчас называют, большой взрыв, да, то есть это опять поле как бы начинает колебаться, возникают когерентные структуры, они усложняются, и потом опять все сжимается. Это, собственно, да, то, о чем ты говорил, что наша Вселенная — это окружность. В этом смысле это очень тоже логично, что это некий цикл, который мы наблюдаем. Ну вот я себе так представляю, что по закону сохранения энергии шар — это идеальная структура, да, она как раз сохраняет эту энергию самым эффективным способом, и по сути окружность то же самое, только в двумерной плоскости. Я бы даже сказал в одномерной. В одномерной, да, в одномерной.
Именно То есть, так. Это прям прямая аналогия, получается. Да-да-да, это самая идеальная форма геометрическая в одномерном пространстве. Вот смотри, мы очень много говорим про геометрию. Да, мы в твоей работе еще написано много про топологии, да, которые, оказывается, связаны как раз с этими законами сохранения. Да, вот следующий виток, он в чем в твоей теории? То есть ты будешь копать в топологию, ты будешь копать в геометрию, ты будешь копать в какую сторону? Ну да, на самом деле теория Эйнштейна она тоже геометрична. Угу. И поэтому у меня особо не было выбора, я языком геометрии должен был ее выразить для того, чтобы красиво встроиться в текущую математику Эйнштейна. Но в данный момент моя теория, она очень классическая, термодинамическая и не имеет предсказательной силы в квантовой механике. И для того, чтобы идти дальше, мне нужно эту математику расширить и каким-то образом найти механизм, как из-за вот этой вот простейшей информационной одномерной структуры мы наблюдаем вот эту эволюцию, когда, по сути, из окружности у нас получаются какие-то элементарные частицы, которые потом рождают там молекулы и так далее, и так далее. И я считаю, что эта теория на том же самом фундаменте может лежать. Что вот мы наблюдаем все вот эти сложные структуры как следствие вот этого баланса порядка и хаоса. То есть это на самом деле очень красиво можно видеть во фракталах. Вот эти вот красивые Манделброт-сет и так далее. Да-да-да. В основе вот этих всех формул фрактальных то же самое лежит баланс порядка и хаоса. Именно вот в этот момент появляются вот эти вот красивые структуры. И примерно таким же образом... Они еще цикличны, кстати. Как аналогию можно провести как раз с тем, что ты говорил про Вселенную. Да-да-да. И вот моя интуиция говорит о том, что примерно таким же образом можно создать некую математику, которая позволит, собственно, совместить квантовую механику и теорию гравитации. А может быть, даже создать какую-то новую математику, которая даст те же самые предсказания, что и современная квантовая механика, но немножко другим способом. Ладно. Это мы говорим прям про будущее. Кстати, на сколько лет? На 5? На 10? Как ты себе представляешь? Это очень сложно сказать, да. То есть это пока еще не моя основная деятельность. Я еще много чего другого делаю параллельно. И невозможно сказать, сколько времени может занять эта работа. Ладно, я знаю, что ты любишь быть точным, поэтому не буду туда копать. Вот еще вот в части физики у меня вопрос последний, это про стандартную модель, да? Все-таки вот, может быть, это хайпово прозвучит, но ученые, которые как бы занимались квантовой теорией гравитации, да, как будто бы где-то неправы из твоей теории. Вот что они сделали не так, куда они не досмотрели, что им нужно как бы учесть в своей теории, чтобы они были ближе? Ну, да, не то чтобы неправы, но скорее они копают, как мне кажется, немножко не в ту сторону, именно поэтому столько лет не могут найти ответа на этот вопрос. Мне кажется, фундаментальная ошибка заключается в том, что ученые воспринимали гравитацию как одно из 4 фундаментальных сил. То есть можно во всех учебниках прочитать, что у нас есть 4 фундаментальных взаимодействия. Это электромагнитное, сильное, слабое и гравитационное. И вот мы их там ставим так вот в один ряд, как 4 равные такие фундаментальные взаимодействия. Мне кажется, вот в этом заключается главная ошибка. Потому что, ставя их в один ряд, мы ищем некий гравитон, то есть некую такую частицу, которая будет вот это взаимодействие гравитационное, собственно, осуществлять на квантовом уровне. Ищем, никак не можем найти. Ни математически, ни экспериментально. С моей точки зрения, гравитация это единственная фундаментальная сила, можно сказать. Что все остальные силы квантовые, которые мы видим, сильная, слабая, электромагнитная, это emergent эффекты от вот этой вот силы упорядочивания, которая
уменьшают энтропию и создают низкоэнтропийные структуры, то бишь, как мы ее называем, гравитация, это единственная главная сила. А все остальные — это уже следствие. И вот если мы таким образом это будем воспринимать, что вот есть некая основная главная сила, и потом из нее уже должны быть emergent эффекты, вот там, мне кажется, кроется ответ. Но почему-то очень мало кто таким образом относился к гравитации. То есть стандартная модель станет не нужна. Просто будет какая-то одна формула, из которой все будет следовать, да, которая будет и гравитацию, и все силы там, все остальное в себе содержать. Ну, это священный грааль, да, найти такую формулу теории всего, которая сможет и, условно, теорию Эйнштейна, и квантовую механику объединить в себе. Это то, чем занимаются лучшие ученые мира, и если у меня получится ее сделать, то да. Вот давай в другую сторону окунемся, да. Есть, я так понимаю, какой-то сайт типа Reddit про теорию всего, ну, даже не про теорию всего, а про физику. И там есть отдельный огромный тред людей, которые в каждом треде говорят: все, я наконец-то изобрел теорию всего. Ну, конечно. На самом деле в этом был один из самых больших челленджей для меня. Не только написать про эту теорию, но еще и про нее рассказать. Потому что, конечно, в связи с AI сейчас огромное количество сумасшедших тоже занимается своей теорией всего. Ты не такой. Я тоже сумасшедший, наверное. Да, отчасти 100%. Да, и мне кажется, нормальный человек этим бы не занимался. Теперь и я стал сумасшедшим человеком, понимаешь? Но при этом я все-таки стремлюсь к научному методу. То есть мне очень важны предсказания, мне очень важны тесты на реальных данных, и я хочу относиться к этому серьезно. То есть я не стану публиковать работу, которую сам не проверил, не протестировал. Не, ну слушай, ты выглядишь как серьезный человек. У тебя получается. Вот я тут другую роль играю. Я вот как раз про неточность. Я хочу, чтобы у этого была максимальная огласка, потому что я говорю, я не могу развидеть то, что ты сделал. Я теперь вижу это во всем. И если уж мы говорим про теорию всего, там слово «все», то, наверное, там и другие вещи, не только физические, должны быть. Потому что, ну, что такое наука? Это просто разные точки зрения на одно и то же. Да? Ты посмотрел это с точки зрения физики. Есть еще биология, философия, да? Есть там химический взгляд и так далее. Вот давай об этом тоже поговорим. Все-таки все это шире, чем просто физика. То есть эта теория должна объяснять все на Земле, все во Вселенной, любые законы, даже наши социальные отношения. Наверное, да. Но я бы тут хотел сделать некоторую грань между наукой и философией. То есть наука — это все-таки то, что можно проверить экспериментально, цифрами и так далее. И пока я вижу все-таки именно физику как то место, где можно мои идеи протестировать и проверить, что они действительно работают. Но при этом я согласен, что сам по себе подход вот такой, как фундаментальная структура реальности, она информационна, он очень объединяющий. То есть он, в принципе, может в себе объединить и физику, и биологию, и социологию, и информатику, и так далее. И вот в какой-то момент, например, я понял, что слово «эволюция» не зря используется в разных сферах науки. Потому что... Это очень сильно с жизнью связана эволюция, понимаешь, да? Ну да, изначально там придумал Дарвин, что биологическая эволюция, потом там квантовая эволюция есть, там есть химическая, там минеральная, есть технологическая эволюция, социальная. Мы ко всем этим вещам относимся очень по отдельности, одним словом просто обозначаем. А с моей точки зрения, если действительно есть некая такая сила информационная, которая создает низкоэнтропийные объекты, то любой низкоэнтропийный объект — это следствие этой силы. В том числе биология, бактерии, мы с тобой, в том числе технологии, в том числе там, химия, в том числе человеческий язык. Все, что хочешь, все, что имеет хоть какую-то информационную составляющую, по большому счету является следствием вот этой вот силы, которые создают низкоэнтропийные объекты. Если вот настолько отнестись буквально к этой идее, то получается, что эта теория может дать некие
объяснение тому, почему вообще жизнь появилась жизнь. Ну, я вот еще раз эту фразу все-таки скажу. Я с нее немножко кекаю, она мне нравится, что жизнь — это неизбежность, исходя из того, что гравитация — это сила порядка. Мало того, не просто жизнь — это неизбежность. Я в какой-то момент осознал и был в шоке, если честно, от этой мысли, что вот это вот разграничение на живое и неживое, оно не имеет смысла. Потому что это все информация, и зачем это делить? Потому да? что эволюционирует все. Эволюционирует и атом, и молекула, и минералы, и все, что хочешь, эволюционирует. И галактика, и планета, и звезда, и жизнь. А все-таки что сложнее, это человек или галактика? Вот ты говоришь, ну, это если это и одно, и другое это жизнь, то они как-то посложнее что-то другое? Или черная дыра — это настолько сложный объект, что там типа время замедляется, все притягивается? Ну, смотря как мы измеряем сложность. Тут как бы... Давай какой-то вот конечно, галактика сложнее, чем человек, чисто по... Ну, если мы измеряем как бы количество информации, да. Но дело-то не в этом. Дело в том, что я всю свою жизнь воспринимал, делил мир на живое и неживое. То есть для меня это была четкая грань. Вот это вот как бы кошечка живая, а это вот камень, он неживой. И для меня это была большая разница. Как бы нельзя живое приравнивать к неживому. А в какой-то момент я понял, что это бессмысленное разделение. Это есть просто разный уровень комплексити. Что вот это вот мы все там состоим из одного поля, и мы условно вот, градиент энтропии. Что вот где-то эта энтропия, она супер низкая, вот как, например, вот был кусок металла, из этого куска металла появился автомобиль. Вот автомобиль — это гораздо более низкоэнтропийный объект. Очень низкая вероятность, что вот эти вот молекулы и атомы сформируются в какой-то объект, который еще и ездит по дорогам. И по сути это вот тоже некий такой же процесс, когда бактерии берут и организуются и превращаются в какой-то сложный живой организм, как мы с тобой. То есть я реально понял, что сама по себе эволюция, она фундаментальна. И в этом смысле, да, как бы жизнь неизбежна, потому что все жизнь. Все-таки, а как гравитация-то связана с жизнью? То есть гравитация создает жизнь, и только она? Ну, да, то есть я делю мир на две силы. Сила, которая все разрушает, увеличивает хаос, и сила, которая, наоборот, все созидает, увеличивает порядок. И вот в этом смысле эта сила приводит к созданию всех низкоэнтропийных объектов, в том числе нас с тобой. Ну, да, поэтому понятно. да, жизнь — это следствие работы гравитации прямое. Я не скрою, что мы до этого с тобой разговора на подкасте еще общались, да, и так получалось, что наши друзья были частью этого общения, вот, и они по-разному к этому относятся. Ну, кто-то считает, что это, да, интересно, да, но я не понимаю, как это применять в своей жизни. Как мне после этого быть счастливым? Непонятно. Вот как ты теперь отвечаешь на этот вопрос? То есть, если это предтеча теории всего, да, и теория всего должна даже объяснять, как быть счастливым, то как быть счастливым? Ну, это да, это вопрос, может быть, даже посложнее, чем что такое гравитация. Спасибо. И, наверное, он у каждого, ответ на него у каждого свой. Но я в какой-то момент начал представлять свою жизнь как серфинг. В том смысле, который помог тебе открыть второй принцип. В том числе, да. То есть, по сути, ты находишься в некотором океане. Вот этот вот time flow — это как раз вот океан времени, условно, и внутри него есть различные волны, в которых ты барахтаешься. И эти волны бывают очень разной мощности. Некоторые ты можешь легко овладеть, некоторые они настолько сильные, что они тебя сносят и просто разрушают. И моя задача как человека — научиться управлять вот этими энергиями. То есть чем лучше я умею их контролировать и при этом кайфовать, а он находится, собственно, в балансе.
То есть вот мы опять приходим к балансу таким образом, потому что в основе серфинга тоже находится баланс. И ты учишься вот этот баланс между контролем и неким игрой, между порядком и хаосом. И вот когда ты вот этот баланс находишь, то вот в этот момент, мне кажется, ты испытываешь счастье. То есть ты как бы, какая бы волна тебя ни накрыла, ты учишься на ней плыть и использовать вот этот момент, вот эту энергию в то, чтобы двигаться быстрее. И когда ты находишь этот баланс, ты как раз-таки можешь плыть по этой волне. И лично я испытываю счастье именно в такие моменты. И, возможно, не один. У меня, знаешь, какая аналогия возникла? Вот музыка, да, по сути, это какое-то просто вот, колебание звуковой волны в определенной структуре, которая нам нравится. И получается, чем красивее эта структура, да, чем она сложнее или даже местами проще, тем интереснее вот эта музыка жизни, да, условно. Да. Ну, то есть, собственно, если мы соглашаемся с тем, что все состоит из вот этого поля, а это поле колеблется, собственно, вот эта вот какая-то синусоида, и ты постоянно ищешь баланс между порядком и хаосом, то вот поиск вот этого баланса, он может сложиться ведь тоже в какую-то структуру, какую-то волну. Угу. И вот эта структура, эта волна, это и есть музыка. То есть, если мы возьмем любой аудиофайл, мы тоже увидим как бы некую такую волну. И жизнь каждого человека, она примерно из этого же состоит. И то, насколько красиво ты играешь вот в этот баланс, в том числе от этого, мне кажется, зависит и счастье, потому что ты формируешь тоже некую такую структуру этой своей жизни. Ну, у меня возникает вопрос, ты же не можешь повлиять на то, как силы хаоса с порядком будут играть, да? Это как будто бы вне нашей поля досягаемости. То есть получается, что как бы судьбы как будто бы и нет, да? То есть если есть силы хаоса, а не только силы порядка, они как раз и не позволяют сделать все абсолютно детерминированным. Да, абсолютный детерминизм, мне кажется, моя теория опровергает. То есть я считаю, что, с одной стороны, мир, он, да, предсказуем, потому что, словно Вселенная циклична, мы всегда будем стремиться к тому, чтобы продлить свою жизнь. То есть это такая... В этом смысле это детерминизм всей эволюции, что каждая когерентная система, она стремится продлить свое существование, как бы такой инстинкт самосохранения условный. Инстинкт сохранения, который вообще лежит в основе всего, да? Тот же самый. Даже не самосохранение, по сути, а сохранение. Да, инстинкт сохранения, потому что что такое само? Обычно говорят же там или про человека, или про какое-то животное, а может быть сохранение и у всей структуры, там, что муравей, он думает не про личное сохранение, а про весь муравейник и так далее. То же самое с людьми. И соответственно, вот этот вот базовый инстинкт, это и есть детерминизм, который заложен в системе. Но при этом есть сила хаоса. Всегда есть непредсказуемость, всегда есть вероятность, всегда есть какая-то такая деталь, которая может этот детерминизм разрушить. Знаешь, что мне это напомнило? Я вот до того момента, как ты мне год назад об этом рассказал, я немножко погружался в философию. Да? И у философии Древней Греции есть такое понятие, как игра. Да. Вся жизнь игра, да, а мы просто актеры богов в этой игре. И это очень напоминает то, что как раз эта вероятность, она создает эту игру. И ты либо в нее играешь и отпускаешь немного контроля, да, либо ты не играешь, и тогда не можешь получить удовольствие от жизни. Это вот что-то наподобие, да, то есть ты как будто бы близок к той философии греков по поводу игры. Да, мне кажется, игра — это и есть поиск баланса. То есть когда ты, с одной стороны, даешь впустить в себя какой-то хаос, какую-то неопределенность, какие-то нестандартные, невероятные вещи. С другой стороны, ты ищешь контроль, ты ищешь структуру и порядок. И вот этот поиск баланса для меня это и есть игра, и есть жизнь. Смотри, вот мы сейчас в ту сторону углубились,
да, уже не связано с физикой. И она все, вот твоя теория даже это может объяснить. Она как, то есть у меня возникает подозрение, либо мы с тобой просто, ну, немножко шизанулись, да, либо мы какую-то гениальную штуку, которую дальше будут только развивать. У тебя такое же ощущение? Ну, у меня скорее ощущение, что это было открыто за много-много тысяч лет до нашей эры восточными там философами. Та же самая простая базовая идея. И на протяжении всей нашей цивилизации мы вокруг этой идеи крутимся. И в этом смысле я не открыл ничего нового, я просто нашел еще и математическую формулу, которая совпадает с этими базовыми философскими идеями, которые много лет уже были известны. И в этом смысле, да, это что-то интересное, потому что здесь я вижу в том числе связь между наукой, философией и религией. То есть я не вижу больших противоречий между всеми вот этими идеями, потому что в целом они говорят примерно об одном и том же. Ну, с некоторыми допущениями, но все же, да. А вот знаешь, что хотелось бы резюмировать, да? Почему все же вот твою теорию нужно воспринимать всерьез? Ну, ты не физик раньше, да, у тебя там вот нет образования. Ты говоришь сейчас о таких фундаментальных вещах, притом спокойно, да, не надрываясь, все логично. Почему это стоит воспринимать всерьез? Вот научному сообществу и людям, которые нас смотрят. Ну, если вы ученый, пожалуйста, сначала прочитайте статью. Потому что, с моей точки зрения, нет пока никакой другой теории гравитации, которая бы с настолько минимальным количеством допущений, аксиом, то есть, по сути, вот она строится на законе сохранения энергии, давала бы такое количество предсказаний. То есть, ну, что такое наука? Есть такое лезвие Оккама, понятие, когда ты стремишься с наименьшим количеством параметров получить наибольшее количество предсказаний. И вот с моей точки зрения я создал теорию и математику, которой, ну, нет пока никаких альтернатив в этом смысле. То есть есть очень малое количество принципов, допущений, аксиом, с которых я стартую, и в итоге я получаю предсказания и на уровне галактик, и на уровне кластеров, и на уровне CMB, это вот реликтовое излучение, BAO, Baryonic Acoustic Oscillations, вот это вот то, что материя, распределение материи в пространстве и так далее. То есть на очень-очень разных масштабах моя теория дает предсказания, которые уже совпадают с наблюдениями. И есть еще несколько предсказаний, которые можно взять и проверять. То есть если вы астрофизик, вы можете прочитать статью, собрать данные и просто проверить, насколько моя формула эффективно работает. Поэтому я не прошу, чтобы кто-то мне верил на слово. Моя сейчас задача найти ученых, которые бы или захотели бы коллаборации и как-то протестировать мою статью, или бы были оппонентами, которые бы сказали, где я не прав. Потому что я не вижу в данный момент ошибки. Ну и пока и другие не видят ошибки. Ну, пока нет, да. И поэтому мне бы очень хотелось именно нормального научного взаимодействия. Что, конечно, не только на русском языке. То есть это может быть и английский, я так понимаю. Конечно, конечно. То есть я открыт к мировому сообществу, и это сейчас основная моя цель. Получить обратную связь. Собственно, ради этого я публиковал статью, потому что в моей голове я что-то открыл. Гений. Ну, не гений, но я действительно нашел что-то фундаментальное, как мне кажется, что объясняет очень много наблюдений. Не поверишь, и мне так кажется. И мне очень хочется оппонента, мне очень хочется, чтобы кто-то мне сказал, где я не прав, потому что так и рождается наука в спорах, в дискуссиях. Диалог нужен, да. Вот, кстати, ты вот к философии сказал, что да, науку и философию разделяешь, да? Философия, мне кажется, тоже нужна. Она нужна только ради того, чтобы понять, копнуть в суть. Да? Вот как бы очистить эту шелуху всю ненужную, да, и понять суть.
В этом смысле философия и базис философии риторика говорит, что все идеи рождаются только в диалоге. Поэтому мне бы очень было интересно, чтобы, допустим, Джакобсон, да, или Верлинде посмотрели на твою теорию и просто с тобой поговорили. Можно даже не критиковать, а просто поговорить, что они об этом думают. Я согласен. На самом деле, мне кажется, любая качественная физика рождается с философией. И там тот же Эйнштейн, он, по сути, отталкивался от философии, от принципов. А дальше он уже искал математику, которая сможет эти принципы облатить в какую-то точную форму. И в этом смысле я действовал похожим образом. То есть сначала я визуализировал, формулировал концептуально, как это должно работать. То есть у меня были какие-то вот принципы, и дальше я уже использовал математику как инструмент. В последнее время я наблюдаю, что скорее физики очень сильно увлеклись математикой. То есть они стартуют в первую очередь с математики и мало думают про философию. Философия все-таки это идеи. Математика — это язык воплощения идей. Мне кажется, что идея первичнее. То есть я думаю, что вот твои два базовых принципа, почему они меня так сильно зацепили, потому что они философские. А дальше твоя математика просто описывает этот язык, не больше. Ну вот именно этим я и занимался, да. То есть я стартовал именно с принципов, и никакой AI мне не мог бы их сформулировать за меня. Вот. Отлично. Вот. Но при этом, конечно, мне искусственный интеллект очень помог в математике. Вот, давай поговорим об этом. Сейчас AI — это хайповая тема. Да. Если видеть все венчурные рынки вообще на всей Земле, они там, я не знаю, больше, чем на 50% состоят из AI-проектов. AI тебе очень сильно помог. Да. То есть, скорее всего, без AI ты бы не сделал эту теорию. Да, скорее всего, я бы даже не начал. Да, вероятнее всего, даже бы не начал. Как ты сейчас воспринимаешь AI? То есть, что это? Получается, вот этот общий искусственный интеллект это неизбежность тоже, как и жизнь? Мне кажется, да. Мне кажется, что нейросети вообще заложены в самой структуре Вселенной, я бы даже так сказал. То есть есть такое исследование, которое говорит о том, что человеческий мозг и Вселенная очень похожи по своей структуре. Что такое человеческий мозг? Это тоже нейросети. И в этом смысле любая эволюция, она создает такие структуры. То есть жизнь связана с нейросетью, условно. Ну, как я уже говорил, я не делю на живое и неживое. И поэтому, да, нейросеть — это структура, которая неизбежно, любая эволюция приходит к подобной структуре. И в этом смысле, да, мы как цивилизация должны были найти нейросети. Вот. Очень сложно предсказывать, как мы дальше с ними будем поступать. С одной стороны, это ничем не отличается от любой другой технологической революции. То есть изобретение электричества, там, мануфактуры и так далее. В принципе, те же самые похожие следствия мы наблюдали. С другой стороны, нейросети все-таки особенные, потому что они умеют думать как человек. И как наша цивилизация будет их использовать и во что превратится, мне, если честно, сложно предсказать. Но я так понимаю, что ты очень много использовал искусственный интеллект, и сейчас примерно представляешь, как с этим лучше работать, или нет? Ну, у меня есть, конечно, свой фреймворк. То есть вообще я отношусь к AI как к усилителю мозга. То есть это условно такой велосипед. То есть ты можешь идти пешком там 5 км в час, садишься и ускоряешься в разы. И поэтому для меня это инструмент, который усиливает то, что в твоем мозге уже есть. Ты от того, какой ты, такой результат ты получаешь от использования AI, условно. И еще мне очень нравится параллелить. То есть я такой человек, я, видимо, могу много параллельных процессов как-то держать в голове. Контекстов. Наверное, да. То есть когда я тестировал свою теорию, у меня было там 5-10 вкладок с AI одновременно. И я мог тестировать много-много-много гипотез. И мне кажется, чем больше количество таких
параллельных агентов, процессов человек сможет ими управлять, тем более он ценным будет, так скажем, для общества. То есть в будущем твоя способность управлять вот этими процессами, агентами и параллелить их, и строить какие-то такие системы и структуры, вот этот навык, мне кажется, он может быть ценным, и он может увеличить еще больше диапазон там и с точки зрения финансовой успешности и так далее. То есть все равно будут люди, которые способны настолько глубоко в это погрузиться, а будут люди, которые не способны. И вот это разделение, мне кажется, тоже неизбежно. Я про две вещи хочу поговорить. Я вот не очень близко предпринимательство по духу, да, и по сути, что оно для меня. Вот говорят, предприниматели знают немножко больше, как будто бы, да, так говорят. То есть они как будто бы видят эту реальность немножко по другим углом там, или шире, но как будто бы я это формулирую так, что они больше себе позволяют ошибаться. То есть вот про эти гипотезы и про параллельность, про которую ты говоришь, по сути, ты можешь заниматься много разными темами, если ты готов удержать этот фокус. И ты в каждой можешь просто повышать вероятность успеха. И по сути так и двигаются предприниматели. Вот есть ли у тебя какой-то инструмент для предпринимателей, которые готовы несколько гипотез одновременно проверять с помощью AI? Что-то такое ты такое делаешь или у тебя есть какие-то наметки? То есть, почему бы не создать инструмент, который позволит тебе быстрее дойти до теории всего? Ну, это спойлер хороший. Да? Да. Ну, правда, я в последнее время... Вообще, пока я занимался своей теорией, естественно, я использовал все возможные инструменты, которые доступны на рынке. То есть ChatGPT, Gemini, Claude, там, Grok, все, что хочешь, я использовал. И... Для меня это было проблемой, потому что у меня все мои идеи, наработки были разбросаны по различным чатам, и это был какой-то бардак. И мне очень не хватало какого-то инструмента, где я мог бы все свои документы, заметки, чаты со всеми моделями объединить в каком-то удобном продукте. И я вообще IT-предприниматель, и, соответственно, у меня давно уже родилась идея, вот хочется что-нибудь такое сделать, чтобы решить эту свою собственную проблему. И недавно, буквально там месяц назад, я решил попробовать сделать свой собственный продукт и заодно освоить такую вещь, как вайп-кодинг. То есть раньше это звучало смешно, сейчас это уже индустрия. То есть люди серьезные системы строят для того, чтобы быстро создавать технологические продукты. И мне тоже была эта тема интересна. Соответственно, за этот месяц я с нуля создал продукт. Он пока еще не выпущен, то есть это пока еще в разработке. Но сам факт, то, с какой скоростью я сейчас могу воплощать свои идеи, меня просто поражает. То есть я за месяц сделал продукт, который раньше команда там 20 человек делала бы год. То есть это... Конечно, я понимаю, что я, наверное, тоже немножко психоненормальный, то есть я этим тоже, когда увлекся, я круглыми сутками в это все погружался. Это что, во время того, как ты докрутишь свою теорию? Или у тебя какой-то перерывчик? Ну, у меня сейчас, наверное, перерыв. Я опубликовал свою статью в июле, и пока я активно не занимаюсь наукой, вот... Ждешь фидбэк, ждешь признания. Ну, да, вот у нас сейчас одна статья пишется, да, но вот я параллельно решил освоить эту тему, историю, потому что она, мне кажется, тоже какой-то интересный, это про будущее, когда ты полностью вообще по-другому учишься строить технологические продукты. Вот. И да, я надеюсь, что в скором времени я этот продукт выпущу. И сам же его будешь использовать для того, чтобы проверять. Интересно, да. Миш, у меня остались вопросы. Я хочу попробовать поиграть в Марсель Пруст, если ты не против. И больше проговорить теперь про тебя, потому что твоя теория неотделима от твоего мозга. Да, от того, что ты вот такая уникальная когерентная структура, да, которая именно в этот тайминг куда-то посмотрела в нужную сторону. Вот поэтому хочется немножко тебя еще как человека раскрыть. И первый вопрос, который меня очень сильно интересует, вот что бы ты хотел понять через год? Именно понять.
Про себя, про Вселенную, про что угодно. Первое, что мне пришло в голову, это все-таки про науку. И я пока до конца не понимаю, как, собственно, рождаются элементарные частицы. То есть я понимаю концептуально, но не понимаю точно. То есть мне хочется именно чуть лучше понять этот процесс. Создать теорию всего? Потому что если ты поймешь, как создавались частицы, то как будто бы там до теории всего один шаг. Да, я не знаю, через год это или не через год, но у меня вот сейчас в закладках лежит книжечка про квантовую механику. Мне хочется чуть поглубже погрузиться в матчасть, потому что я все-таки пока еще не образованный в этом смысле. Все шансы. Да, мне бы хотелось понять, как это работает. Есть ли ученый, с которым ты хотел бы это обсудить? Это вот в Конечно, продолжение этого вопроса. С кем? Много. А с кем, например? Да, конечно, со всеми, кого я упоминаю в своей статье, там, в первую очередь, Джакобсон, Верлинде. Русскоязычные? Русскоязычные. Я мало кого знаю. С Семихатовым. С Семихатовым поговорил. Да, с удовольствием поговорил. Вообще со всеми, кто в публичном пространстве, я поговорил с удовольствием. Опять же, у меня пока нет никакого общения. То есть я всю эту свою теорию создавал в достаточно изолированном состоянии. То есть у меня не было никого, с кем я мог бы это обсудить, условно. Единственное, это AI. Хороший собеседник попался, похоже. В целом работает. Но чисто психологически это все равно довольно сложно. Мне нравится общаться с людьми, и я бы хотел найти людей, профессионалов и просто интересных людей, с кем эту теорию можно было бы обсуждать. Поэтому, да, в первую очередь с учеными, конечно. И финальный вопрос. Оказавшись перед Богом, который создал Вселенную, что бы ты ему сказал? Или что бы ты спросил? Да, этот вопрос, он, конечно, подразумевает, что Бог — это некая такая личность. Я бы начал с определения Бога сначала. Как бы ты определил Бога? Я для себя ответил на этот вопрос довольно просто. Во-первых, согласно моей теории, Вселенная состоит из вот этих двух сил. Силы порядка и силы хаоса. Соответственно, это можно погрузиться, например, в индуизм. Там примерно такая же история, что есть Бог, который вообще все, то есть и порядок, и хаос. То есть, условно, вот это поле time flow — это вот как бы один Бог. Он потом делится на порядок и хаос. Это вот два других Бога, которые внутри вот этого самого главного находятся. Потом они делятся еще на что-то. И в этом смысле мы тоже боги. Мы тоже часть вот этого поля. Да. И поэтому, оказавшись перед каким из богов? Наверное, перед самым главным, который является вот этим полем. Но я же его частью являюсь. То есть, по сути, я могу в любой момент с ним пообщаться, поговорив с собой. И, то есть, наверное, я бы ему сказал привет. Мне нравится этот ответ. Спасибо, Миш, что уделил время. Я надеюсь, что мы не последний раз на эту тему говорим. Очень много всего хочется обсудить. Особенно хочется обсудить, чем же закончится эта история вот с индусом, который будет проверять твою формулу. Спасибо, что посмотрели нас. И до встречи. Спасибо.